Внешний корпус дымохода из керамзитобетона. Внутрь помещаем основание трубы, цилиндрический сердечник из того же материала. Затем устанавливаем внутренний керамический элемент. И закрываем теплоизоляционным слоем из минерального волокна. С помощью специального клея-герметика монтируем третий ярус дымохода с прочистным окошком. В верхней части 45-градусный тройник для подключения к топке. Прочистное окошко снабжено заглушкой из керамики с металлической накладкой. Наружная дверца из стали. Достраиваем дымоход над крышей. Опорный элемент трубы закрепляем на бетонном пьедестале. Нижнюю секцию трубы из стали с керамическим сердечником вставляем в основание. По краю керамической внутренней трубы наносим клей-герметик для прочного соединения. Снаружи место соединения закрываем стальным кожухом с защелками. Над трубой устанавливаем дефлектор с зонтиком. Он защитит дымоход от осадков. Для будущего интерьера архитектор Инна Ранак выбрала стильную, лаконичную по форме бельгийскую топку последнего поколения. Она полностью спрятана за кирпичным обрамлением, и стены уже отштукатурены и зашпаклеваны. В отличие от традиционных топок, на передней панели нет каких-то рукояток, дополнительных ручек и даже зольника. Но золу собирать можно при помощи этого совка с откидной крышкой прямо со дна топки. И делать это достаточно удобно. Внутри камина плиты из шимофлекса. Это новейший термостойкий материал на основе минеральной слюды. Он выделяет